Всем привет! С вами Ирина. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я расскажу вам о том, в чем я ращу свои орхидеи. Как видите, тут в горшочке находится совсем не кора. Я ращу их в обычном пенопласте, просто покрошенном на кусочки. То есть я беру обычные поддончики, которые остаются после покупок в магазинах, и крошу их на кусочки. Вручную они легко крошатся руками. И затем засыпаю нашу орхидейку. Почему орхидею можно выращивать в пенопласте? Потому что, насколько вы знаете, орхидеи являются эпифитами. То есть они своими корнями прикрепляются к другим растениям, чаще всего к коре деревьев, и тем самым держатся на них. Но они не являются паразитами. Они не получают от своей опоры никаких питательных веществ. Все питательные вещества и энергию они получают в процессе фотосинтеза, а влагу берут из воздуха или из осадков. Таким образом, в домашних условиях орхидею выращивают в коре только для того, чтобы у них была хорошая опора, чтобы закрепить орхидею в горшке. Но по моим наблюдениям, в принципе, вполне достаточно просто закрепить ее пенопластом. Она довольно хорошо держится и никуда не выпадает. Также я покажу вам, как я выращиваю свои мини-орхидеи. Они у меня растут тоже в пенопласте и в стеклянных стаканчиках, потому что в стеклянных стаканчиках они просто, у них опора тяжелее, и они из них не вываливаются и не перекидываются вместе со стаканчиком. Вот так это выглядит. Просто когда стаканчик без дырок, нужно следить за тем, чтобы вода внизу не скапливалась. Как видите, орхидеи очень полюбили этот субстрат, они довольно хорошо цветут, пускают новые цветоносы и даже воздушные корни. Они у меня стоят, вот стаканчики прям стоят в поддончике с водой, и раз в неделю я просто доливаю туда водички. Вот еще одна орхидея мини. Она тоже любитель пускать воздушные корни. Вот у нее их тут много. Пустила деточку, которая уже тоже, как видите, довольно большие корни пустила. И тоже сидит у меня в пенопласте. Кстати говоря, этот способ выращивания орхидей является гипоаллергенным, потому что в субстрате из коры дерева могут находиться грибки или плесень. Поэтому если у вас маленькие детки, то попробуйте такой способ выращивания. Как я в этом случае ухаживаю за орхидеями? Каждый день я просто их опрыскиваю водой. И раз в несколько дней, в 3 дня где-то, в зависимости от того, как быстро просыхают корни, я просто, или раз даже в неделю, я просто делаю вот так вот. Несколько раз опрыскиваю на корни. Как подкармливать такие орхидеи? Раз в 2 недели примерно я делаю им подкормку. Я развожу воду и в стаканчике, например, прям заливаю воду. Пенопласт немножко всплывает, но это не так критично. И вот тут, как видите, он не набит по самое дно, он просто как бы подпирает орхидею со всех сторон, чтобы она держалась в стаканчике. Я просто наливаю воду с подкормкой, держу где-то 15 минут и сливаю. И все, орхидея подкормлена. Тут, как видите, если видно, пенопласта нет вообще в этом районе. То есть пенопласт просто удерживает по краям, вот тут сверху, корни в стаканчике. Как я подкармливаю вот эту вот орхидею? У нее стаканчик с дырочками. Я ставлю ее в любую емкость, наполненную разведенным удобрением. У меня вот такой мерный стаканчик очень подошел. Я оставляю тоже на 15 минут. Так у меня подкармливаются орхидеи. Очень легко их пересаживать, потому что корни не прирастают к пенопласту, они не травмируются при пересадке. Пересаживать можно хоть каждый месяц. Вот покажу вам еще одну миничку, которую я купила по распродаже. То есть она продавалась в обычном магазине, отцвевшая. Можно посмотреть, что она наращивает уже такие толстенькие, жирненькие новые корешки.
То есть ей эта среда вполне нравится и подходит. На этом пока все. В следующем видео я расскажу вам немножко об уходе за орхидеями, о том, как ухаживать за реанимашками и о том, как вырастить на орхидеи деток. Спасибо, что заглянули на мой канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. И до новых встреч!